Одна из версий говорила о том, что расплав внутри реактора может иметь такую температуру, что прожжет днище и может попасть, продукты загрязняющие могут попасть в реку Припять. Так вот, шахтеры убирали песок из-под днища этого реактора 4-го энергоблока ЧАЭС. И потом на это место смонтировали охлаждающую рубашку из труб и раствора, охлаждающую рубашку, в которую подавался сжиженный азот. Вот. Но, как показала практика, этого прожога не последовало днища реактора, и работа этих шахтеров оказалась бесполезной. Ребята, едьте! Вот, представляете, это же все нужно было руками сделать. И проложить пути, и вагонетки спустить. И вагонетки эти накидывали лопатами. Работайте! Работайте! В этих работах участвовали все. И метростроевцы, и донецкие шахтеры, и Кривбас, Криворожский бассейн. И видно, что вот у некоторых ребят даже вот эти рубашки, они мокрые, липли к телу. Сейчас, стоп, хватит, укрепление, что они делают? А это голос Игоря Кобрина. Я слышу вот его голос. Он иногда спрашивает, иногда эти ребята отвечают, откуда они. Вот эти вот бригада, похоже, из Кузбасса. Так, ребята, будьте любезны. Вы откуда сами? Откуда? Остановите на секунду, подойдите сюда. Мосбаш шахстрой. Мосбаш шахтострой. Мосбаш шахтострой, как вас звать? Меня звать Виктор. Сколько вы здесь работаете уже? Именно здесь, на Чернобыле, уже дней 15. Трудно? Да не очень, что, стараемся. Надо выполнить. А вас как звать? Анатолий. Сколько вы работаете? Ну, тоже Столько. 14 числа. Сейчас смена 14-го? Да. Сколько вы проходите за день? Вот 5-е кольцо сегодня. Не за день. А за сутки? За смену. За смену. Смена 3 За часа у смену нас. 5 колец, а за сутки 40. Сколько это по метражу? По метражу, ну как 40 колец, где-то 12-13 метров. 14 метров. Спасибо, работайте, пожалуйста. Кинокамеру снимают, работайте, елки-палки, что вы? Видите? Слушай, тут так много кадров, которые не вошли ни в один из фильмов. Вам надо просто их показать широким массам, чтобы они посмотрели, насколько тяжела была работа, насколько она разнообразна была. А вот эта вся информация наверняка была закрытой. Кто был в Чернобыле, что вы делали? Более-менее о Чернобыле в открытую стали говорить после 89-го года. Не в экстремальных условиях, не в условиях аварии. Такое вот что ли, сколько вы проходили по сравнению? Ну это зависит тоже. 3 раза, да, меньше, может, проходили бы, в 2 так вот. Ну 4 кольца самое большое бы стали, а здесь минимум 5, 6, 7 колец ставим за 3 часа. Почему? Ну, потому что у нас так поставлено, чтобы обязательно закончить раньше, как можно быстрее. Спасибо. Понятно, что когда ставили задачу перед этими шахтерами, им рассказали, для чего они делают и как зависит от их производительности вот, успех общего дела. Насколько будет быстро завершена вот эта прокладка.
Юра, оставь 1 минуту обязательно. Дай. Дай. 30 секунд оставь обязательно. Пройдите в штольню.